要阻止他们出兵救援。你的秘密，我知道。小心斗灵。我还是来晚了。我要让这群混斗士有来无回。 164 серии Боевого континента 2 Хуихао после смертельной битвы с Дитянем совершает огромный прорыв. Пройдя через испытания на грани жизни и смерти, он формирует уникальное инь-янь, взаимодополняющее двойное ядро души. Это полностью меняет его фундамент и природу силы души. Хотя из-за мутации силы души его слияние боевых душ с Танутум больше не может работать идеально, общая боевая мощь Хуихао резко возрастает. Его запас силы души уже сопоставим с 96-м уровнем сверхтитулованного, а двойная сила инь-янь обладает невероятной выносливостью и способностью к быстрому восстановлению. В сочетании с телом, закаленным пилюлей дракона, защитой ледяной брони боевого бога и его достижениями в понимании пространства, а также высшими навыками симуляции, Хуихао окончательно входит в число сильнейших людей континента. Даже против мастера 97-го уровня он уже способен не проиграть в прямом столкновении. Однако новый прорыв не приносит ему спокойствия. Во время битвы Дитянь продемонстрировал ужасающую мощь Империи Солнца и Луны. Даже звериный бог был вынужден избегать ее прямого удара, а тысячелетнее наследие Академии Шрек не могло выдержать открытого столкновения с такой силой. Понимая это, Хуихао заранее отправил Танутум в Империю Доулин, чтобы убедить ее королевскую семью не втягиваться в войну и не превращаться в пушечное мясо. Но он прекрасно понимал, перед лицом общей угрозы Империи Солнца и Луны, другие империи все равно не откажутся поддержать Шрек. Старейшина Сюань также видел всю опасность ситуации. Академия Шрек больше не могла позволить себе ошибку. Чтобы сохранить фундамент Академии, оставалось лишь держаться и ждать возможности изменить ход войны. После дневной битвы Хуихао понял, насколько страшен противник. Поэтому, едва восстановившись, он решает пойти на рискованный шаг. Глубокой ночью Хуихао в одиночку проникает в лагерь Империи Солнца и Луны. Его цель – похитить Цзюйцзы, командующую армией, и императрицу, тем самым лишив армию руководства и заставив ее отступить. После прорыва Хуихао его способности достигли совершенно нового уровня. Он способен полностью растворять тело в пространстве, превращаться в воздух и скрывать все следы своего присутствия. Даже мощнейшие обнаруживающие духовные инструменты Империи Солнца и Луны и восприятие сильнейших экспертов не могут его заметить. Благодаря двойному ядру души он также начинает постигать тайны пространства и способен за считанные мгновения преодолевать огромные расстояния. Он бесшумно проникает в палатку Цзюйцзы. Та сразу понимает, кто перед ней, и спокойно отпускает охрану, закрывая собственный духовный барьер. Хуихао появляется перед ней и переносит ее в свое тайное пространство, уникальный полуплан нежити. Даже Дитянь не способен создать подобное место, поэтому Цзюйцзы оказывается полностью изолирован от внешнего мира. Но вскоре Хуихао понимает, что ситуация развивается совсем не так, как он планировал. Цзюйцзы не сопротивляется, не зовет на помощь и даже готова умереть. Именно это заставляет его насторожиться. Затем она спокойно разбирает его план по частям. Если она исчезнет, все решат, что ее похитила Академия Шрек. Тогда Сюй Тяньрань и Джун Ливу могут немедленно начать полномасштабную атаку на Шрек. Без Цзюйцзы, способной сдерживать культ Святого Духа и контролировать армию, миллион солдат Империи Солнца и Луны может превратиться в неконтролируемую силу, готовую уничтожить Шрек любой ценой. Цзюйцзы также раскрывает Хуихао свое прошлое. Она никогда не была настоящей любимой женой Сюй Тяньраня. Для него она была лишь инструментом для укрепления власти и завоевания континента. Сюй Тяньжань не способен испытывать к ней нормальные супружеские чувства и даже заставил ее родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Ее слова полностью разрушили решимость Хуихао. Он и раньше испытывал к Цзюйцзы сложные чувства, а теперь не смог хладнокровно убить или заточить ее. Тогда Цзюйцзы предлагает ему сделку. Если Хуихао убьет Сюй Тяньраня и устранит препятствия на пути ее сына, она обещает не начинать войну в течение 10 лет. Для Шрека, Империи Небес и Звездной, эти 10 лет могут стать шансом восстановить силы и изменить баланс войны. Хуихао понимает, что сейчас континент не способен противостоять легионам духовных инструментов Империи Солнца и Луны. 10 лет развития действительно могут изменить все. Поэтому
поэтому он отказывается от похищения Цзюйцзы и отпускает ее. На самом деле, именно этого она и добивалась. Цзюйцзы слишком хорошо знала характер Хо Юйхао. Он мягкосердечен, эмоционален и никогда не станет жертвовать невиновными ради победы. Поэтому их ночная встреча, которая казалась инициативой Хо Юйхао, в действительности стала идеальной психологической игрой Цзюйцзы. Перед возвращением в лагерь она неожиданно прямо говорит ему: «Моя цель – Империя Небесного Духа». Хо Юйхао еще не понимает истинного смысла этих слов. Он думает, что Цзюйцзы просто собирается атаковать их, но на самом деле уже упустил единственный шанс изменить ситуацию. Пока Хо Юйхао и Цзюйцзы несколько часов вели психологическое противостояние, два сильнейших легиона Империи Солнца и Луны, Легион Императорского Дракона и Легион Зла, уже пересекли границу и скрытно проникли в сердце Империи Небес. Цзюйцзы заранее создала иллюзию масштабного наступления на Шрек. Миллионная армия давила на фронт, но почти не продвигалась, заставляя Шрек, Даолин и Звездную Империю поверить, что главная атака вот-вот начнется. В результате Империя Даолин отправила 4 крупных легиона мастеров душ и 200 тысяч лучших солдат на помощь Шреку, оставив собственную столицу почти без защиты. Это и было настоящей целью Цзюйцзы. Когда Хо Юйхао наконец понимает замысел, он вместе с Тану Тун немедленно бросается на помощь Даолин, но уже слишком поздно. Два элитных легиона Империи Солнца и Луны начинают внезапную атаку. Они используют новейшие человекоподобные духовные инструменты и стационарные духовные пушки 9-го уровня. Без сильных защитников, элитной армии и полноценной системы обороны, столица Даолин оказывается совершенно беззащитной. Мощные атаки разрушают дворцы и здания. Вся столица погружается в хаос, а королевская семья и высшие чиновники практически полностью уничтожены. Тысячелетняя династия рушится за одну ночь. Центральная власть Империи Даолин фактически исчезает. Хо Юйхао прибывает слишком поздно и с ужасом понимает всю стратегию Цзюйцзы. 200 тысяч солдат Даолин, находящихся возле Шрека, теперь вынуждены отступить, чтобы спасти остатки своей страны. Объединенные силы на фронте распадаются, Даолин теряет способность сопротивляться и становится легкой добычей Империи Солнца и Луны. Звездная Империя также теряет союзника и теперь вынужден в одиночку противостоять огромной армии противника. Цзюйцзы победила, практически не пролив крови собственной армии. Она использовала слабости людей, географию, психологию и просчеты противников. Она рассчитала стремление Даолин прийти на помощь Шреку, оборонительную позицию самой Академии и мягкосердечие Хо Юйхао. Каждый выбор врага она превратила в часть собственного плана. Однако вскоре ситуация меняется. В прошлом эпизоде темный святой дракон Лун Сяоя и бог смерти Еси Шуй атаковали армию Цзюйцзы. Несмотря на многочисленные ловушки и духовные формирования, Еси Шуй, обладая силой полубога, уничтожает их с помощью пагоды бога смерти. В начале этой серии оба демонстрируют свою настоящую мощь и вдвоем практически уничтожают сильнейшую армию континента. Хо Юйхао и Тану Тун наблюдают за происходящим издалека. После битвы они спрашивают друг друга, сколько смогли бы продержаться против таких противников. Хо Юйхао с холодной улыбкой отвечает, что вероятно выдержал бы лишь одну атаку, и то только благодаря богу света. В этот момент из темноты раздается голос: «Твой учитель знает, что ты так меня хвалишь». Хо Юйхао и Тану Тун мгновенно понимают, что их техника сокрытия была раскрыта. Перед ними появляются Лун Сяоя и Еси Шуй. Лун Сяоя объясняет, что обнаружил их не духовной силой, а инстинктом. Достигнув уровня предельного титулованного, человек становится частью самого мира. Еси Шуй внезапно оказывает на Хо Юйхао огромное давление. Обычный человек был бы мгновенно раздавлен, но Хо Юйхао раскрывает ауру своих предельных глаз и выдерживает давление. Еси Шуй отступает на шаг, чем сам оказывается поражен. Она уже собирается атаковать его пагодой бога смерти, но Лун Сяоя останавливает ее. Он говорит, что сейчас их положение тоже непростое и лучше поговорить. Затем Лун Сяоя спрашивает Хо Юйхао, создал ли тот второе ядро души. Хо Юйхао подтверждает. Лун Сяоя потрясен. За тысячи лет Хо Юйхао стал единственным человеком, создавшим второе ядро души еще до достижения уровня предельного титулованного. Хо Юйхао также сообщает, что Тану Тун сделала то же самое.
Лун Сяоэ с радостью признает, что они действительно достойные ученики Моэна. Перед уходом он передает Хо Юйхао черный камень и говорит, что после достижения 98 уровня тот должен прийти в город Радин. Там учитель оставил кое-что для них обоих. После этого Хо Юйхао и Тану Тун снова начинают культивировать вместе. Они соединяют руки и активируют слияние Золотого Солнца и Голубой Луны. Однако мощная энергия вызывает такой свет и шум, что им приходится в панике покинуть место, опасаясь обнаружения армии Солнца и Луны. Позже они продолжают культивацию. Они обнаруживают важнейшее свойство своего инь-янь взаимодополняющего метода. Хотя в бою эта сила не может использоваться напрямую, во время спокойной культивации она позволяет им быстро восстанавливать и постепенно увеличивать силу души. Тем временем в лагерь Цзюйцзы прибывает сообщение. Армия подкрепления была разбита, 1000 духовных инженеров погибло, а все ресурсы разграблены. Цзюйцзы сразу понимает, что это сделали Хо Юйхао и Тану Тун, используя полуплан нежити. Это еще сильнее обостряет конфликт между Империей Солнца и Луны и культом Святого Духа. Командиры подписывают письмо собственной кровью и решают вернуться в столицу, чтобы уничтожить культ. Тем временем Хо Юйхао и Тану Тун скрытно следуют за армией. Они проникают к Цзюйцзы, которая уже ждет их. Хо Юйхао спрашивает, остается ли в силе ее обещание убить Сюй Тяньраня. Тогда Цзюйцзы раскрывает еще один страшный секрет. Ее сын не является сыном Сюй Тяньраня. Когда Юньханю исполнится 6 лет и пробудится его боевая душа, правда может раскрыться. Поэтому Сюй Тяньрань должен быть убит. Цзюйцзы объясняет план. После возвращения в столицу она возьмет часть своих людей и отправится извиняться перед Сюй Тяньранем. В этот момент Хо Юйхао сможет проникнуть во дворец и убить императора. Она также намеренно обвинила святой культ в нападении, поэтому Сюй Тяньрань, охваченный яростью, наверняка начнет против него войну. В столице возникнет хаос, который и станет идеальным прикрытием для покушения. Чтобы скрыть Хо Юйхао, Цзюйцзы помещает его в легион Огненного Феникса и даже выдает ему женский человекоподобный духовный инструмент. Тану Тун не может сдержать смех, увидев его в таком виде. В столице Сюй Тяньрань приходит в ярость, получив донесение о нападении. Он убежден, что культ действительно восстал против Империи Солнца и Луны и начинает собирать сведения о нем. При этом император считает, что Лун Сяюэ и Е Сишуй уже слишком стары и могут умереть в любой момент. Поэтому он решает просто подождать несколько лет, после чего уничтожить культ. Тем временем в Шрек возвращаются Сюй Саньши и другие. Он рассказывает Бэйбэю, как Хо Юйхао и Тану Тун спасли их от смерти. Бэйбэй радостно сообщает, что сам достиг уровня титулованного, а Танья также стала титулованным, значительно усилив секту Тан. Спасибо за просмотр и всем пока.